What I want to talk about today is based on my book, which is right here, which is called Geopolitical Economy. I talked about the book yesterday a couple of times, but today I just want to build on the analysis to talk about the title that I have given today, which is Financial Crisis and the End of the Dollar as World Money. То, о чем я буду говорить сейчас, это фактически изложение того, что написано в этой книге. Вчера я о ней уже несколько раз подробно говорила, и мое сегодняшнее выступление как раз и построено на содержании этой книги. Оно называется «Финансовый кризис и конец доллара как мировой валюты». I should add that if at the end of my talk you find the analysis interesting, this book is for sale. It would normally cost about 2,000 rubles, but we are selling it for 300 rubles. Если то, о чем я буду говорить сейчас, о чем я буду говорить вам сейчас, покажется вам интересным, пожалуйста, вы можете более подробную информацию подчеркнуть из этой книги. Она сегодня здесь продается. Ее цена в переводе с цены страны издателя и так далее составляет примерно 2000 рублей. Сегодня она продается за 300 рублей здесь. So now to my talk. Considerable attention has focused on the fortunes of the US dollar since the collapse of Lehman Brothers in September 2008. После кризиса компании Lehman Brothers в сентябре 2008 года всерьез заговорили о возможном конце доллара как мировой валюты. Every uptick in its fortunes is hailed as proof of the dollar's continuing world role. Все, кто пытался сохранить свои средства, сделать какие-то запасы, предпочитали хранить их в долларах как надежной валюте. At the same time, predictions of its end, calls for replacing it or supplementing it, and debates about the future of the international monetary system are also heard from influential quarters, including the governor of the People's Bank of China, the International Monetary Fund, Britain's leading international relations think tank Chatham House, and the United Nations. Однако очень многие вполне известные фигуры экономисты предсказывают его конец, говорят о возможной его замене какой-то другой валютой, идут обсуждения международных последствий подобной ситуации для мировой валютной системы, и эти разговоры, то есть эти высказывания идут от таких известных людей, как глава Народного банка Китая, глава ВМФ, видных британских исследователей и так далее. Though the dollar rallied impressively in late 2008, its fortunes since then have been very mixed. И хотя с 2008 года доллар стремительно взлетал и падал, его будущее, отношение к его будущему становится весьма неоднозначным. Increases in US debt and deficits, successive rounds of quantitative easing, the stagnation in the United States, and continuing high growth in the emerging economies, particularly in China, have driven the dollar down. Рост бюджетного дефицита и государственного долга США, регулярные операции по количественному облегчению, стагнация в Соединенных Штатах и продолжающийся рост экономики стран БРИКС и других развивающихся стран, особенно Китая, привели к падению доллара. On the other hand, crisis in the Eurozone, in particular now joined by the massive program of quantitative easing in Japan, have tended to shore it up. Однако одновременно с этим кризис в еврозоне, который особенно заметен сейчас, а также ухудшение экономического состояния Японии подтолкнули доллар вверх. For at least one major scholar, Barry Eichengreen, the crisis reinforced the dollar's world role. Как минимум один из известных исследователей говорил о растущей роли доллара в современном мире. He points out, for example, that the dollar still accounts for 60% of
foreign exchange reserves, 45% of international debt securities, and such statistics. Это Барри Эйчингрен, который говорит о том, что доллар на сегодня составляет как минимум 85% от всех международных валютных, то есть как минимум 85% всех международных валютных сделок совершаются в долларе, что долларовые резервы на мировых биржах составляют также не менее 60%. In this paper, I argue that an important problem with recent discussions of the dollar's future is that it continues to be conducted within outdated frameworks, which assume that the dollar's international role was once unproblematic, whether under Bretton Woods or, as some term the international monetary regime since 1971, Bretton Woods II. В своей книге я говорю о том, что эта ситуация не должна рассматриваться как единая и вечная, что режим, установленный после Бреттон-Вудских соглашений, рассматриваются этими учеными как установившийся раз и навсегда. Such views are underpinned by theories of US hegemony. И эти взгляды, эти позиции, они поддерживаются установкой на мировую гегемонию США. One of the arguments I make in my book Geopolitical Economy is that ever since the dollar's gold link was broken in 1971, its world role has relied on a series of dollar-denominated financializations. В своей книге я указываю, что с 1971 года, когда впервые была отменена привязка доллара к золотому эквиваленту, к золотому запасу, его роль, его позиция доллара в мире фактически определялась исключительно деноминированностью доллара для многих других стран. Official and private, they were necessary to give the dollar its liquidity. Страны обязаны были поддерживать доллар собственной ликвидностью, собственными финансами. Official and private holders rely on being able to acquire and dispose of dollars easily and without loss of value. Предполагалось, что любые держатели доллара смогут в любой момент легко покупать и продавать его, не теряя в цене. Refers to increases in the proportion of monetary as opposed to productive transactions. Финансиализация мировой экономики означает перенесение центра тяжести с промышленного производства на финансовый сектор. By using this term in the plural, I am indicating the unique character of each successive episode. Я употребляю эти термины во множественном числе и говорю при этом о том, что каждый пример удачной такой операции должен рассматриваться в отдельности. In pointing to their dollar-denominated character, I am pointing out that financializations were a systematic requirement of a national currency playing an international role in the historical circumstances of the 20th and 21st centuries. То есть, когда я говорю о том, что национальные валюты были финансиализированы, я имею в виду, что каждый раз они были так или иначе привязаны к доллару в любых международных операциях. This implies several things. Это предполагает несколько вещей. First, the international financial reform aimed at promoting financial stability cannot avoid international monetary reform. Во-первых, если мы говорим о мировой финансовой реформе, которая направлена на обеспечение финансовой стабильности, мы должны говорить о реформе мировой денежной системы. Secondly, such reform will have to take seriously the contradictions that arise when national currencies play international roles. Такая реформа должна всерьез проанализировать и понять те проблемы и противоречия, которые несет с собой установление какой-то одной национальной валюты в качестве мировой. And finally, it implies that the fortunes of the dollar can no longer be controlled by US policymakers. И в конце концов надо признать, что будущее доллара не должно определяться исключительно американскими политиками. So what I'm going to show now is that the dollar's fortune have in fact trended downwards after 2008. Я хочу сказать, что после 2008 года
падение доллара стало практически неизбежным. I then show that in fact they have been trending downward since 1971. Я показываю, что на самом деле это падение имело место постоянно с 1971 года. And then finally I put it in a longer historical perspective to explain why this is so. А далее в конце я рассматриваю это в более долгосрочной исторической перспективе, чтобы объяснить, почему это так произошло и что из этого следует. So, as this chart shows, the trade-weighted dollar index, a widely accepted measure of its values, has been going down. That's what it shows basically since September 2008. September 2008, and that's basically roughly the present moment. Вот на этом графике показана кривая движения доллара с сентября 2008 года и по сегодняшний момент. The dollar's initial rally, which is this part here, was followed by 2 long declines and 2 upticks. Первоначальный стремительный взлет доллара сменился 2 фазами падения и затем 2 короткими подъемами. The last uptick is still going on. А последний подъем продолжается до сих пор. So far, it has failed to bring the dollar back up to the point it had reached in late 2008. Но даже при всем при том, доллар еще не достиг уровня, предкризисного уровня 2008 года. The dollar's rally at that time had occurred because nervous US investors repatriated their investments from emerging economies and US businesses began holding cash. А первые 2 этапа взлета доллара объясняются тем, что в тот момент, начала кризиса, разнервничавшиеся американские инвесторы вывели свои средства с рынков развивающихся стран, инвестировали их в американскую экономику, и на какой-то момент она процветала. Since then, soon, however, particularly as US government debt expanded and the Federal Reserve undertook quantitative easing, gold and other commodities rose. Однако после этого, по мере нарастания государственного долга США и включения печатного станка Федрезервом, возросла роль золота. The dollar began to strengthen in late 2009 as QE1 ended and crisis erupted in the Eurozone. Доллар начал снова нарастать в 2009. Доллар снова пошел вверх где-то с конца 2009 года. And it turned downward again with the launch of the second round of quantitative easing in mid-2010. А в середине 2010 года, после начала второго раунда количественного облегчения, он снова пошел вниз. And then it did not turn upward again until QE2 ended. И не поднимался больше до тех пор, пока не закончилась вторая фаза. This time, however, the dollar's recovery, despite the ongoing Eurozone crisis, has remained much weaker, as you can see here. Несмотря на все разговоры о восстановлении американской экономики, как вы видите на этом графике, позиции доллара все равно остаются слабее, чем были. The dollar weakened again once QE3 was launched, as you can see here. Снова после включения печатного станка доллар пошел вниз. More recently, however, against the background of the Eurozone crisis, the US stock market has begun rising in defiance of any economic fundamentals. Но сейчас вы видите опять некоторый рост доллара, который происходит на фоне ослабления финансов еврозоны, когда In defiance of any improvement in economic fundamentals. Да, когда у нас не было никаких свидетельств улучшения экономического положения в еврозоне. Simply because there is a vast amount of liquidity that needs to find some outlet. И доллар поднимается, потому что значительное количество ликвидности, которое существует в мире, должно быть куда-то направлено. This stock market bubble will also burst. Это такой биржевой пузырь, который обречен на то, чтобы лопнуть.
when it bursts, we will have to see whether the dollar declines gently or catastrophically. И когда он лопнет, мы увидим либо медленное и плавное падение доллара, либо его катастрофический обвал. Now, as the next chart shows, as the next chart shows, the decline of the dollar since 2008 is simply a continuation of a much longer-term decline in this chart. What you can see is a secular decline which has been interrupted twice, once after the Volcker shock and the second time with the late 1990s stock market bubble. Здесь вы видите движение доллара в более долгосрочной перспективе. Как видите, и до 2008 года у него были свои взлеты и падения. Высочайшей точки он достиг в начале 80-х годов, после чего началось падение и так далее. Contrary to the idea that since 1971 we have simply had a Bretton Woods II. В отличие от тезиса о том, что после 1971 года наступил период второй этап Бреттон-Вудских соглашений. Contrary to the idea that since 1973 the US government has been able to subject the dollar to benign neglect. В отличие от утверждения о том, что, то есть не говоря уже о том, что в отличие от, то есть мы не соглашаемся с позицией о том, что после этого доллару было обеспечено как минимум доброжелательное равнодушие. In reality, what we have seen is that US policymakers have engaged in a series of attempts to try to hold up its value. Мы видим непрекращающиеся последовательные усилия американских политиков и экономистов обеспечить стабильность доллара. This decline was interrupted only twice, as I just pointed out. И, как я уже говорила, лишь дважды эти усилия не увенчались успехом. The second interruption was, as I said, the stock market bubble. Второй раз это было в результате, как я уже говорила, биржевого пузыря. And what's really interesting is that the housing bubble that followed it, which is this period here, А вот этот период, который отмечен здесь, то есть пузырь ипотечный, it could not halt the dollar's decline. Не смог удержать доллар от падения. Despite the rhetoric of US empire and Bretton Woods II in the 2000s, несмотря на все уверения американских политиков в нулевые годы и Бреттон-Вудскую политику, the decade was punctuated with report after report in the business and financial pages that major reserve accumulators, preeminently China but also others, were looking for ways to diversify their reserve holdings away from the dollar. Специализированные финансовые издания постоянно упоминали о том, там регулярно появлялась информация о том, что основные держатели долларовых активов, и в первую очередь Китай, ищут пути замещения доллара на что-то другое. Share of foreign exchange currency reserves went from 71% in 1999 to about 61% today. Итак, резервы мировых запасов в долларах снизились с 71% в 1998 году, когда это было на пике, до 61% сегодня, несмотря на массированные усилия, предпринятые в 1997-1998 году на его сохранение. And this is despite the fact that the world witnessed a vast expansion of reserve holding after 1997-98 East Asian financial crisis. И это несмотря на то, что после кризиса экономик Юго-Восточной Азии 1997-1998 года мы наблюдаем массированные усилия на увеличение доли долларовых запасов. So I don't have time to go into great detail, but for the moment let me just also show you this chart which shows you the series of financializations, at least up to 2000, that were witnessed. У меня нет времени сейчас подробно говорить на эту тему, но вот если вы посмотрите на этот график, то вы увидите серию финансиализаций.
The first one here was caused by the recycling of oil surpluses in the 1970s. Вот первый подъем здесь связан с переработкой избыточных запасов нефти. This big rise that you see here was during the 1980s, which included Japanese financing of American deficits. Вот здесь 80-е годы существенный подъем, связанный с финансированием Японии американского дефицита. This peak here is associated with the East Asian financial crisis and the stock market bubble. Вот здесь подъем – это результат кризиса экономик Юго-Восточной Азии и пузыря, и биржевого пузыря. By contrast, you see here that the Marshall Aid, which is basically this period here, in the 1950s and 60s, international financial flows were tiny by comparison. А здесь, с другой стороны, если посмотреть на ситуацию 50-х, 60-х годов, время действия плана Маршалла, международные валютные потоки несравненно более скромны. It was also the case that, as Barry Eichengreen and others have pointed out, the incidence of a financial crisis in the period comparing 1945 to 1971 and 1973 to 1977 in both industrial countries and emerging markets were very different. So, for example, they doubled in the case of the industrial countries, and they went up by almost 5 times in the case of the emerging markets. А здесь представлено течение кризисов, то есть течение результата кризисов в промышленно развитых странах и в развивающихся рынках. И, как вы видите, ситуация здесь прямо противоположна. From 21 to 44 the indications of financial crisis, the number of financial crises. Это общее количество финансовых кризисов, которые происходили в этот период в индустриально развитых странах и в развивающихся странах. Okay, so I mean, we can go into the details of these later, but let me just show you a couple more pictures and then I will end. This is showing you basically gross capital flows, international as a percentage of world GDP from 1995 to 2010. Я хочу показать вам, прежде чем закончу, несколько картинок, а потом в перерыве мы можем поговорить подробнее. Здесь между 1995 и 2010 году здесь показаны движения капиталов в высокоразвитой экономике, движения капиталов. The green part that you see here, which is the largest part, is the international financial flows between advanced industrial countries. Green, the dark green, yeah. Вот эти вот темно-зеленая часть закрашена темно-зеленым, относится финансовые потоки между, то есть развитыми странами. Whereas the mustard colored or yellow colored sections that you see, for example here, these are the Asian economies. А вот эти более светлые – это экономики азиатского региона. So contrary to the idea that Asian saving caused the financial crisis or was responsible for the vast increase in international financial flows, in fact it was flows between advanced countries. То есть традиционно считается, что именно экономические системы азиатского региона породили этот кризис, и что именно вот кризис их банковской системы послужил его основой, но, как показывает этот график, движение капиталов происходило именно между развитыми. And it also stands to reason because the part of the world that has been worst affected by the financial crisis that originated in the United States is Europe. И отчасти дополнительным подтверждением этому является тот факт, что финансовый кризис, начавшийся в Соединенных Штатах, больнее всего ударил по Европе. Emerging economies have not suffered to anything like the same extent. In fact, they are growing very fast.
Развивающиеся страны не были практически поражены этим кризисом, наоборот, они продолжали развиваться очень быстро. This graph shows the same information in a slightly different format. What we are seeing here is again international financial flows since 1993 to the present time. Здесь практически та же информация, те же международные финансовые потоки, даны несколько в другом формате. Это период с 1993 по 2012 год. Международные это финансовые потоки практически по всему миру. This is the peak of the stock market bubble. Вот здесь, на этот период приходит биржевой кризис, биржевой пузырь. This is the peak of the subprime bubble. Subprime or housing bubble. Вот здесь это пик инвестиционного, ипотечного кризиса. And then you can see how international capital flows collapsed. Здесь вы видите резкое падение этих финансовых потоков. Okay. And they have only recovered to 40% of their previous value. И он так и не восстановился более чем на 40% от предыдущих объемов. In this situation, the conditions that are necessary for the United States dollar to maintain its liquidity are disappearing. В этой ситуации у доллара не остается никакой реальной платформы для сохранения своих прежних позиций. It is true that there is no alternative currency that can easily take the place of the United States. Да, действительно, на сегодня нет никакой валюты, которая могла бы занять место доллара на международной арене. But this does not ensure the continuity of the dollar's world role. Но это не означает, что роль доллара в качестве мировой валюты гарантированно сохранится. Because there are alternative reserve assets that are being sought, but also arrangements that are being made to simply sidestep the use of the dollar in international transactions. Потому что появляются альтернативные ресурсы, которые, если не готовы заменить еще доллар полностью в качестве таковой валюты, могут заменить его частично. These include arrangements that are being made between and among BRIC countries. И именно в этом направлении ведутся сейчас переговоры между странами БРИКС. I will end here, but there is of course a lot more to discuss, and hopefully we can discuss during the question and answer session. Я вынуждена здесь остановиться, но мне хотелось бы еще многое сказать, и, возможно, мы сможем обсудить все это во время вопросов и ответов, во время сессии и дискуссии. Thank you very much. Спасибо.